Спасибо большое. Благодарю вас. Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Вот когда мы употребляем это слово «соратник», мы, как правило, все может завершиться. Подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели, единомышленников. Но давайте вдумаемся в значение этого слова. Откуда оно взялось? Соратник. Кто такой ратник? В Древней Руси это воин. Это воин. Причем из числа простых горожан и жителей русских деревень, села. Причем не просто воин, а ополченец. Это люди, которые вставали на защиту своего Отечества. Люди, которые думали о Родине сегодня и о будущих поколениях. По сути, о нас с вами. И сейчас история повторяется. Она же по кругу идет, вверх, но по кругу. Все повторяется. И мы все соратники. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина России составляется, из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. И, конечно, сегодня, в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, на самом деле, исторических территориях российских, да и вообще страны в целом. Хочу выразить слова благодарности и всем, кто работал в штабах, волонтерам. А в некоторых случаях это не просто какая-то рутинная работа по сбору подписей, либо по агитационной работе. Это тоже работа, как ни странно, но в современных условиях это так, связанная с риском для здоровья и жизни. Достаточно посмотреть, как идет работа вот в этих новых территориях. А ведь это люди, далекие совершенно от какой бы то ни было военной профессии. Это люди чисто гражданских профессий. И вот здесь, вот за моей спиной, много женщин. Ничего не боятся, работают, выполняя свой долг перед Отечеством. Конечно, у нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось
сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. А мы наоборот, чувствуя себя как одна единая семья. Вы знаете, я только что с патриархом разговаривал, он сказал очень хорошие слова. Он сказал, что в моногосударстве, в мононациональном государстве, вот эти результаты нашей совместной с вами работы, они очень хорошие. Но в многоэтническом государстве, в многоконфессиональном, они вообще уникальны. Это значит, что все люди, вне зависимости от религиозной принадлежности и этнической принадлежности, все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшее условие для нашего поступательного движения вперед. В этой связи могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие, если не сказать по некоторым направлениям, грандиозные планы, которые задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все, безусловно, будут решены. Все эти задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Мы с вами сделаем все для этого. В завершение я хочу сказать именно то, о чем сейчас только сформулировал эту свою мысль. На чем остановился? У нас впереди очень много конкретных важных задач. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас еще с руководителями штаба поговорим. Наметим наши конкретные шаги по вот этой совместной работе. И мне бы очень хотелось, чтобы вот все, кто здесь собрался, чувствовали себя членами нашей единой команды. Я надеюсь вас не потерять. Наоборот, очень рассчитываю на нашу совместную работу в ближайшем будущем. Спасибо вам большое. Так, и вот теперь с двумя председателями, с Машковым и Жолей, сопредседателями, отправляются. Смотрим. Так. Мы сейчас с вами следим за каждой секундой, каждым моментом этой важной выборной ночи. Вот, кстати, смотрите, что прямо сейчас происходит. Конечно, произошло то, о чем я вам и говорил, что это, видимо, неизбежно. Ребята-волонтеры попросили об отдельных фотографиях, но времени сейчас, конечно, очень мало. Смотрим, куда дальше направляется президент. Судя по табличке на этой двери, пресс-конференция. Понятно, что вопросов у журналистов огромное количество. Журналисты ждут, насколько я понимаю, вот за той дверью. Вопросов много. Все они сейчас прозвучат, но все зависит от журналистов, конечно. Могут поднимать руки, таблички иногда готовят. Все мы с вами видели, все бывает. Так, несколько секунд. Понятно, что сейчас какие-то вещи идут сейчас, моменты, которые мы обычно только в нашей программе показываем, но вот сегодня даже в режиме прямого эфира. Итак, Владимир Путин направляется на пресс-конференцию. Смотрим прямую трансляцию. Добрый вечер. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, прошу вас. Да?
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Александр Христенко, ВГТРК. Да, погромче. Прямо. Александр Христенко, ВГТРК. Да, Добрый пожалуйста. вечер. У вас невероятно высокий результат на этих выборах. И вместе с тем эти выборы отметились еще и чрезвычайно высокой явкой. Причем не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Многие СМИ передавали кадры, мы в «Вестях» много показывали, как люди выстраиваются в очереди для того, чтобы отдать свой голос. Вот на ваш взгляд, с чем это связано, как вы это объясняете? Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией. Связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И я думаю, что, не думаю, а результаты, в том числе прежде всего явки, показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них, многое, очень многое зависит. Как я совсем недавно говорил вот в интервью Дмитрию Киселеву, вот рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране. Именно от него зависит будущее России. И с этим и связана высокая явка. Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической консолидации, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы вот эта сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно, в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, социальных, осуществления социальных проектов. У нас огромная повестка развития. Люди почувствовали это сердцем, пришли для того, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России. Вот с этим и связано. Да. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Никита Корзун, телекомпания НТВ. Владимир Владимирович, какие все-таки вызовы вы видите для своего нового президентского срока? Что, какие? Вызовы. Если позволите. Ну, прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции. Укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы. Это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством. Но все основные задачи развития страны изложены были недавно совсем в послании Федеральному собранию. И наша задача заключается в том, чтобы, используя доверие граждан Российской Федерации, сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы все поставленные задачи были решены, а все цели достигнуты. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Анна Деркач, МИР. Что бы вы хотели в этот вечер прямо сейчас сказать гражданам России? Я только что сказал на встрече со штабом и с удовольствием повторю еще раз. Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали. И сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными. Благодарю вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Владимир Владимирович, во-первых, поздравляем вас. Александр Юнушев Лайв, телеграм-канал ШОТ. А с 7 мая после инаугурации по закону правительство, ваша администрация должна уйти в отставку. А вы будете ждать эти несколько месяцев или, может быть, сформируете свою команду уже в ближайшие дни? И сильно ли вы перетащете Кабмин и свою администрацию? Спасибо. Вы знаете, результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы, как я уже недавно говорил, являются удовлетворительными. Это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента. Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать, и для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным.
Я вместе с коллегами и из правительства, с администрацией, вместе, да и с руководством Центрального банка, это тоже значительная часть управленческой команды, которая работает над вопросами макроэкономической стабильности. Мы вместе все подумаем спокойно, в рабочем товарищеском режиме мы эти решения примем. Суетиться не нужно. Закон дает такую возможность в течение 2,5 фактически месяцев решать эти вопросы. Так и будем делать. Ну, пожалуйста. Да, дайте, пожалуйста, микрофончик. Ну, можно сюда переехать, пожалуйста. Да, прошу. Здравствуйте, агентство «Интерфакс». Здравствуйте. Последние события Белгородской области связывают с русским добровольческим корпусом. Вам известно что-то об этой структуре, какова ее сила, что это из себя представляет? Вы знаете, еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, власовцы. Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно. Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидная вещь, я думаю, повторяться здесь не нужно. Если у них главным национальным героем является Бандера, который служил у Гитлера, ну что ж, доказывать нечего. Тем не менее, такие люди есть. Это их несколько групп. Там, и вот та, которую вы сказали, там, корпус какой-то добровольческий, еще там 4 группы. Общая численность где-то под 2500 человек. Вот сейчас их как мясо такое бросают на штурмы, мясные штурмы, это точно. Вот это в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие. Там, значит, вот из этих так называемых добровольцев, где-то их там, не помню, сколько их там применили, ну, где-то, по-моему, до 1500. Потери примерно 800 человек. Но вот что я хотел бы в этой связи сказать. Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать. Эффективность минимальная. Даже на поле боя мне вот командиры говорят, что сразу видно, что это нерегулярные части. И идут толпой и ну, просто на убой, что называется. А в целом вот на этом направлении, на направлении госграницы, несмотря на террористические атаки, и мы с вами это уже хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили. Никто, как я и думал, предполагал и говорил об этом совсем недавно, никто их не запугал. И запугать невозможно наших людей. Там как раз явки и на новых территориях, и в приграничных районах. Явка даже выше, чем в целом по стране. Это просто ответ этих людей на действия, связанные с попыткой их запугать. Просто те, кто это делают, не понимают, с кем имеют дело. Но отчасти, может быть, это и хорошо, что они не понимают, потому что в этом случае, безусловно, их ждет поражение. Вот сейчас пытаются опять в данный момент тоже пытаются там куда-то забраться, куда-то зайти. Их уничтожали. Вот почти 100% уничтожения было тех, кто забирался там на каких-то 100 метров на нашу территорию. 25 танков за это время уничтожили. Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до
5000 человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Но потеря в целом около 40%. Из них примерно 35% безвозвратные. 25 танков, там, десятки бронемашин и так далее. Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют. Это такая мясорубка для них. Ну что ж, нам это даже выгодно. Пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которыми придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях. А в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. И на некоторых участках наши парни их противника просто кромсают сейчас. Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона. Ну, мы все и так это видим. Во всяком случае, вот те люди, о которых вы сказали, у них незавидная судьба. Это мы им гарантируем. Давайте заключительный уже вопрос. Давайте ту сторону, пожалуйста. РИА Новости, Мария Сидибе. Владимир Владимирович, на этих выборах некоторые оппозиционеры, в частности из-за рубежа, призывали сегодня в полдень массово проголосовать своих сторонников против вас. И на избирательных участках также были случаи поджога и порчи бюллетеней зеленкой. Вот что вы об этом думаете? Ну, насколько я понимаю, насколько я слышал, и как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень, и это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Потому что и я, когда выступал и призывал приходить на голосование, я не агитировал за себя. Я говорил, как действующий глава государства, это моя обязанность попросить людей прийти на участки и проголосовать. Если и оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы. А вот, ну, насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело на самом деле. Но это не важно. А вот важно то, что некоторые портили бюллетени. Это плохо, потому что если вы сами не хотите голосовать или хотите оказать доверие тому кандидату, которому вы считаете нужным, или просто не голосовать, если вам никто не нравится, это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо. Это как минимум не демократично. Какая же здесь демократия? Люди пришли, выразили свою волю, а другой человек пришел и испортил их бюллетени. Разве это проявление демократии? Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление, и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут и поступать. Ну, пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, как вы оцениваете нынешнее состояние развития китайско-российских отношений и, на ваш взгляд, как будут отношения России с Китаем в будущем, например, на ваш новый срок? Спасибо вам. Вот смотрите, сейчас в Китае прошло очень важное мероприятие, да, Всекитайское собрание народных представителей. Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно. И что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же стоят задачи в России. Первое. Второе. Китайская Народная Республика очень активно ведет себя на международной арене, добивается очень больших успехов.
У нее очень много друзей во всем мире. А те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая для того, чтобы затормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений. Я думаю, что даже у тех, кто пытается предпринимать такие незаконные акции. А наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих 2 десятилетий. Они очень устойчивые. Они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится, в том числе, не в последнюю очередь, наверное, и благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное — совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач. И в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на евразийском пространстве, Китай реализует свой план по вот этому шелковому пути, один пояс, один путь. Очень важная, на мой взгляд, инициатива председателя Си Цзиньпиня. Очень много совпадающих точек интересов и в сфере экономики, и в сфере внешней политики. Уверен, мы в ближайшие годы все это будем только усиливать, наращивать наши отношения и добиваться общих успехов на благо китайскому и российскому народу. Да, Андрей, пожалуйста, сейчас. Дайте, пожалуйста, Колесникову. Колесников, в середине, да. В середине Да, Колесников. вот. Прошу вас, Андрей. Газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, в целом о ситуации микрофончик, в целом о ситуации и о результатах, пусть и предварительных. Скажите, это вот то, о чем вы мечтали? Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам все вместе с российским народом добиваться этих целей. Пожалуйста. Здравствуйте, ТАСС, информационное агентство. Макрон недавно заявил, что попросит Россию о прекращении огня на Украине. Что? Макрон недавно заявил, что попросит Россию о прекращении огня на Украине на время Олимпиады в Париже летом. Готова ли Россия рассмотреть это предложение? На каких условиях? И будет ли это зависеть от участия или не участия наших атлетов в Олимпиаде? Спасибо. Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации. И ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется. Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на 1,5-2 года. Вот это очень серьезные вопросы. А что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема. Пожалуйста. Да, возьмите. Да, дайте. Да все равно, пожалуйста. Да. А потом дальше. Mr. President, excuse a question in English. My colleague will translate. Keir Simmons from NBC News. Mr. President, journalist Evan Gershkovich spent this election in prison. Boris Nadezhdin, who opposes your war in Ukraine, wasn't allowed to stand against you. And Alexei Navalny died in one of your prisons during your campaign. Mr. President, is this what you call democracy?
Господин президент, американская телекомпания NBC Кир Симмонс. Мой вопрос. Американский журналист Эван Гершкович среди многих, кто провел выборы в тюрьме. Борис Надеждин, который выступает против войны, не был допущен к участию в выборах. А Алексей Навальный умер в одной из тюрем во время вашей предвыборной кампании. Является ли это демократией, на ваш взгляд? Это жизнь. Значит, если господин Надеждин не принял участие в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций избранных этих бюллетеней и так далее. Там же вопрос, на мой взгляд, как я знаю, я не знаю это наверняка, но, по-моему, дело все именно в этом, что не было набрано необходимое количество голосов для участия в голосовании. Вот и все. Значит, это первое. Второе, что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальные события. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. А я сказал, я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Такова жизнь. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. И наоборот, в некоторых странах, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя в том числе и судебные инстанции? У нас нет предпочтений ни к одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели. Но использование административных ресурсов, судебной системы, это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединенных Штатов и для вашей демократической, так называемой в кавычках, системы. Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе и в Соединенных Штатах, сегодня мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Да, сейчас мы сюда к вам переедем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Поздравляю вас с победой. Информационное агентство «Ура.ру», Екатерина Лазарева. Владимир Владимирович, за последние несколько месяцев вы очень много встречались с людьми, отмечали неоднократно, что российским женщинам по силам очень много, и даже летчицами военными стали наши девушки. А скажите, пожалуйста, у нас в губернаторском корпусе уже последние лет 5, наверное, всего одна женщина. А есть ли в списке кандидатов на должность губернатора женщины, и может ли такое случиться, что уже, возможно, в этом году вы кому-то из них предложите попробовать себя, стать губернатором? Понятно, что сначала до выборов, а потом уже как народ решит. Спасибо. У нас и в правительстве мало женщин. Но, вы знаете, мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах, в муниципальных, региональных, федеральных, тем лучше. Будем к этому стремиться. Да, пожалуйста, прошу вас.
Спасибо. Меня зовут Ксения Жеребцова, телеканал 360. Вопрос такой, возвращаясь к теме выборов. Прошлые 3 дня, как в Московской области, так и во всей стране, иностранные наблюдатели из 129 стран выполняли свою работу. Получали ли вы от них какую-то обратную связь? И вот мы знаем, что они не раз говорили о том, что хотели бы перенять опыт организации выборов. Вот скажите, поделимся? Ну, конечно, что здесь секретного? Вот у нас все на виду. У нас тоже секрета сейчас большого не открою. Несколько лет назад были сомнения, скажем, у некоторых сотрудников администрации, у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. Кто-то был против. По разным соображениям. Но в конце концов все-таки победила точка зрения тех, кто посчитал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна. И она абсолютно объективна. Это не то, что вот в Соединенных Штатах голосование по почте. Нет, вот вы заулыбались, а это имеет значение. Но голосование по почте, что это такое? Вот пришел человек, вот сегодня у нас, и в Штатах когда-то, заканчивается время голосования. А бюллетени можно вбрасывать до 12 часов ночи, потому что штемпель-то ставят на почте в те сутки, которые еще не закончились. Потом у нас работало большое количество наблюдателей, да? В том числе из иностранных государств. И неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют. Это независимые люди. Они сидят, да, и представители партии стоят и смотрят, как идет процесс голосования. А здесь что такое на голосование по почте в Соединенных Штатах Америки? Кто там стоит и контролирует? Да никто. Купили за $10 голос, а потом скупили 1000 голосов. Пришли пачкой, вбросили до 12 часов ночи. И все, вот вам и голосовали. Вот вам и демократия. Значит, у нас ничего подобного нет. Но, конечно, мы совершенствуем свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний. И, разумеется, будем рады и готовы поделиться со всеми, кто этого хочет и относится доброжелательно к тому, что мы делаем. Да, сейчас сюда, потом сюда, и здесь еще парочку, и закончим. Ладно, хорошо. Пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, присоединяюсь к поздравлениям. Игорь Жданов, Rush Today. Ваш результат, тот процент, который вы набираете на выборах, это, конечно же, очень серьезная пощечина всем внешним силам, которые старались расшатать нашу внутриполитическую систему здесь. Кто собирался в Европарламенте, кто, в принципе, предложил для этого очень серьезные усилия. Как вы думаете, они извлекут какой-то урок из этой ситуации, что они пытались все расшатать, а народ, наоборот, только сплотился вокруг вас? Спасибо. Думаю, что да. Все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетия. Проблема у них, знаете, в чем заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше другого не умели делать, как бороться с Советским Союзом, а потом с возникшей на части территории России. Вот они свое политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию. И таким образом, чтобы и самим не остаться без работы. Но все-таки приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощренно. Но целей своих в отношении России не поменяют. Пожалуйста. Да, вот дайте девушке. Да. Марина Ким, Соловьев Лайв. Мы тоже вас поздравляем очень Спасибо. сильно, и мы вас очень верим. Спасибо большое. Наш вопрос такой. Вы только что с блеском продлили свой мандат, а Зеленский нет. С кем будем договариваться о мире? Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом. Да, пожалуйста, прошу вас. Добрый день, Константин Панюшкин, Первый канал. Позвольте в развитии формирования вашей команды механизм формирования новой
российской элиты уже заработал, да, ваш проект, озвученный в послании «Время героев». На каких должностях вы таких людей хотите видеть прямо сейчас? Кто вам уже нужен сейчас в вашей команде в 2024 году? И позвольте, пожалуйста, еще одно уточнение в развитии вопроса Белгородской области. Совершенно варварские атаки, да, украинского режима, и многие погибли, погибли люди, да, и многие раненые. И вот год назад губернатор Гладков, когда его спросили, собственно, как решить эту проблему, сказал, что для того, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области, нужно присоединить Харьковскую. Что вы думаете об этом сейчас? Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства. Что? Еще раз. Какая могла бы быть глубина у такой зоны? Это отдельный вопрос. Да, по формированию, значит, будущего управленческого корпуса. Вы знаете, ведь когда я сказал о этом проекте «Время героев», и повторяю еще раз, это я не преувеличиваю, ничего не придумываю. Пришло в голову прямо, когда я встречался с ребятами, участниками специальной военной операции в Петербурге. Все они люди с высшим образованием, из числа студентов или выпускников вузов. И мне пришла, конечно, в голову простая мысль, которую потом я сформулировал и пытаюсь сейчас организовать, чтобы вот из числа этих ребят, которые себя не жалеют в интересах Родины, воюют, потери несут, увечья получают в прямом смысле этого слова. А потом эта служба-то тяжелая, вы понимаете? Ну-ка, вот сейчас слякоть, грязь, снег идет, а они там в окопах сидят. Мы понимаем, что это такое? Вот человеку, который там не был, трудно даже себе это представить. А они там. Ну, конечно, это люди, которые ради Родины идут на все. Но, конечно, из них в том числе нужно формировать будущий управленческий корпус. Но их нужно подготовить. С ними нужно провести работу определенную. А где и как применять, в зависимости от того, где люди сами хотели бы применить свои силы. Ведь кто-то хочет работать в медицине, кто-то в сфере безопасности, кто-то в сфере обороны, кто-то хочет работать в государственном управлении. Это будет зависеть от выбора самого человека, ну и не в последнюю очередь от того, на что он готов. И зависеть будет от уровня его подготовки. А те, кто не имеют высшего образования, должны получить возможность сделать это. Ну, если, конечно, люди этого хотят. Это, знаете, это не какой-то пропагандистский шаг. Я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед. У нас уже поступило свыше 30 тысяч заявлений. Ну, конечно, первый шаг это будет несколько десятков, отбор должен произойти. Потом следующие шаги, будем расширять эту работу. Но будем обязательно двигаться по этому направлению. Так, ну давайте будем заканчивать. Вот пожалуйста. Да. Ну, хорошо. Я имел в виду молодого человека, но пускай девушка скажет, пожалуйста. Благодарю. Алена Нефедова, газета «Известия». Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что завтра планируется ваша встреча с Николаем Харитоновым. Можете ли вы подтвердить эту встречу? Если да, о чем бы вы хотели с ним поговорить и когда вы хотите увидеться с другими двумя оппонентами? Так вот завтра, по-моему, такая встреча запланирована со всеми кандидатами в президенты. Кстати говоря, если мы посмотрим на результаты, то я бы вот что хотел сказать и по поводу КПРФ, и по поводу ЛДПР, ну и по поводу новой партии «Новые люди». Вот что касается партии «Новые люди», я не знаю, какой будет окончательный результат, но действительно всегда для граждан всегда привлекательна какая-то новизна. Всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований. И поэтому тот результат, который достигнут, тем более, что это люди, я хорошо знаю лидеров этой партии, прежде всего их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса. Ну,
там в предвыборных своих выступлениях и господин Дованков, ну и все его коллеги, они, я не знаю, что и как они формулировали, но в целом идея и смысл их деятельности прежде всего заключается в том, чтобы создать условия для лучшие условия для предпринимательской деятельности. И это хорошо, потому что от работы этого сословия, бизнес-сословия, зависит в конечном итоге развитие экономики. А на ней, как известно, строится весь базис для достижения общенациональных целей. Это благородная, очень правильная задача. Что касается КПРФ или ЛДПР, то все-таки мы все понимаем, что их электорат – это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем. И вот в условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся. Вот и окончательные результаты, это, конечно, тоже повлияло. И я себе прекрасно отдаю себе в этом отчет. Но это не значит, что их электоральная база действительно как-то серьезным образом сократилась. Думаю, что нет. Думаю, что в целом все в обычной нашей обычной внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было. Ну, давайте будем заканчивать уже. Ну, пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, Виктор Синюк, МИЦ «Известия». Вы говорили о беспрецедентно большой явке в новых регионах и с чем это связано. Но вы не сказали, вот удивило ли вас, там же очень большой процент именно проголосовавших за вас, там к 100% цифры приближаются. Удивил ли вас такой результат? Вы его ожидали, что он будет именно таким, именно в новых регионах, потому что там люди совсем недавно стали нашими гражданами. Это первое. И второе, сейчас раздаются на Западе заявление о том, что наши выборы нелегитимные, несвободные, ну и вообще плохие. У вас еще, в принципе, волнует, что говорят западные элиты, западные лидеры о наших выборах? Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я, в принципе, думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но все-таки говорит это о чем? Первое, это говорит о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите. А это главный побудительный мотив всех наших действий. Второе, они, конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего в сфере безопасности. И, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния были, людей, которые проживают на этой территории, все их чаяния были реализованы. По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств, она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали, что ли? Они же борются с нами. Причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов. Они же ставит перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам все, что угодно. Вот ваш коллега сейчас говорил про демократию. Я ему ответил по поводу того, как мы оцениваем демократические процедуры в его стране, да и в некоторых других странах. Но это же правда. Там же просто весь мир смеется над тем, что происходит. Мы ведем себя сдержаннее, чем их оппоненты в других странах мира. Сдержаннее. Но это же просто катастрофа, а не демократия. Вот что это такое. Поэтому для меня важен выбор российского народа.
Я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и нашего государства. И я очень благодарен гражданам России за поддержку. Спасибо. Да, если у нас есть еще иностранные журналисты, мы, чтобы показать наш настрой демократического характера, готовы. Ну, вы один смелые оказались, сюда пришли. Спасибо за то, что вы здесь, и несмотря на ваш критический настрой, все-таки выслушиваете мой ответ. Не очень, наверное, приятный, но и вы старались задать мне какие-то каверзные вопросы. Но, тем не менее, вы здесь, и это говорит о том, что все-таки не все потеряно для Соединенных Штатов. Да, пожалуйста. Агентство Рейтер. Да. Может быть, глупый вопрос, но тем не менее Макрон продолжает говорить о том, что о возможной отправке европейских войск на Украине. Все-таки, и это вопрос, который беспокоит народа, как вы считаете, полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможно? И насколько вероятно? Спасибо. Ну, я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода. Ну, сегодня это мало чем отличается от того, что делают наемники. А потом вооруженные, военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Вот. Но в конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Но очень бы хотелось, чтобы вот Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, вот как здесь вот было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не все еще потеряно. Вот. Но все-таки закончить я бы хотел со слов благодарности российскому народу, российским избирателям. Еще раз хочу подчеркнуть, сделаем все, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания.